Всем привет, меня зовут Ксения. В этом видео самый простой и легкий способ нанесения золотистого шелка. Как обычно, я уже укрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Для того, чтобы рисунок шелка лучше выделялся на поверхности, необходимо основу прокрасить в чуть более светлый цвет и сделать ее глубоко матовой. Для этого я буду использовать водоэмульсионную краску и наносить ее с помощью валика с длинным ворсом. Беру краску, наливаю в ванночку и набираю на валик. Валик лучше предварительно смочить водой, чтобы он меньше впитывал краски и у вас не было ее перерасхода. При работе с декоративными тонкослойными материалами, особенно глянцевыми, необходима хорошо подготовленная поверхность. Она не должна быть с царапинами, задирами, либо следами от инструмента. По стандартам Knauf это Q3. Можете у них на сайте почитать, как должна выглядеть поверхность под различные виды работ. При выборе наиболее матовой краски обращайте внимание, что написано на банке. Там должно быть указано, что она глубоко матовая, абсолютно матовая или совершенно матовая. Иногда производитель указывает это в цифрах. Двойка или тройка. Например, Бинда 2, Бинда 3, Евро 2, Евро 3. Если выбирать по этим параметрам, то вы получите самую матовую краску. Краску я нанесла, про степень блеска ее рассказала. Теперь остался еще один очень важный параметр – ее износостойкость. Если вы делаете подобную декоративную штукатурку или просто красите стены в кухне, в коридоре, либо в детской, и вам нужно, чтобы стены хорошо мылись, то обращайте внимание на то, что написано на банке. Там, как правило, производитель указывает первый, второй, либо третий класс стойкости к мытью. Третий совсем не моется, первый класс стойкости к мытью моется очень хорошо, с моющими средствами, некоторые даже с абразивами. Второй класс – это что-то посерединке, то есть можно будет ее помыть с легким моющим средством. А сейчас мы будем ждать, пока высохнет наша глубоко матовая краска, часа полтора-два. Краска наша полностью высохла. Теперь поверх нее я буду делать рисунок из шелка при помощи самодельного инструмента. Это обычная губка, которую я предварительно ободрала и приклеила к пластиковой терке. Также потребуется венецианская кельма и сам шелк. Шелк у меня торговой марки Декораза, называется Сета база золото. При помощи кисточки нужно его нанести на ровную поверхность. Я буду использовать кельму. Отторцовываю губку об поверхность кельмы и начинаю формировать рисунок. Разбрасываете рисунок хаотично по всей поверхности. Беру кельму и начинаю подглаживать в разные стороны. Слегка подгладила. Набираю еще шелка на кельму. Продолжаю дальше формировать рисунок. При надрезании губки я ее сделала достаточно мелкой, и поэтому у меня получается более мелкий рисунок. Если вы сделаете из обычной губки, либо рисунок более крупный, то получите более крупные пятнышки на поверхности. Берем кельму и подравниваем. едва касаясь,
чтобы не чернила водоэмульсионка. Продолжаю дальше формировать рисунок. Главное делать его достаточно хаотичным. Не старайтесь как-то разместить это все равномерно, все равно это будет смотреться несимметрично. Сделали небольшой участок, берем кельму. Легкими движениями подглаживаю, стараюсь свести в одну сторону. Набираю еще материала. Беру кельму. Веду сверху вниз. Осталось нанести небольшой участок, и почти все готово. Подглаживаю. Мелких крапинок я добавила по всей поверхности. Теперь с помощью сильного нажатия на губку добавлю крупных. Делаю сильное нажатие. Сам по себе материал очень хорошо играет на свету, поэтому при разном угле обзора будет смотреться по-разному. Сильно надавливаю, и остается крупный отпечаток. Не забывайте вращать губку в разные стороны, чтобы получался более хаотичный эффект. Также беру кельму и пока шелк не высох, подглаживаю. При таком способе нанесения нет ничего сложного. Главное разглаживать в разные стороны. Тогда материал будет блестеть по-разному. Набираю еще шелка и добавляю крупных участков снизу. Беру снова кельму и подглаживаю оставшиеся участки. Добавила крупных пятен. Теперь пробегусь по всей поверхности, добавлю более мелких, чтобы сгладить переход от крупных к мелким. Прям так же легко надавливая, прохожусь вокруг крупных пятен. Смотрите под разным углом, так как шелк бликует. И можно не всегда увидеть, где у вас не хватает пятнышек. Добавила по всей поверхности. Теперь беру опять кельму и приглаживаю. Я закончила нанесение. Настало время снять скотч с краев образца и подвести итоги. Образец получился здоровский.
Без особых проблем каждый сможет сделать у себя дома такую финишную отделку стен. Трудного тут ничего нет, и особых навыков работы с декоративными материалами не требуется. Инструмент тоже самый обычный. Губку, из которой я сделала штамповщик, можно найти в любом хозяйственном магазине. Техника нанесения супер простая. Главное серьезно подойти к этапу подготовки поверхности. Тонкослойные материалы очень требовательны к основе, на которую наносится. Заранее посмотрите стены, используя боковое освещение. Свет, направленный вдоль стены, создаст тень на всех мельчайших царапинах и сколах. Если вы заказываете подготовку стен у мастера, то заранее объясните, какой материал будет наноситься и как вы будете принимать у него работу. Это очень важно. Сам образец выполнен в теплых, приятных цветах. Блестящие пятнышки шелка сочетаются с матовой основой и нежно переливаются в лучах света. Эти крапинки хаотично рассыпаны по всей поверхности. Создан плавный переход от самых крошечных до самых больших. Этот вид декоративного материала интересен тем, что созданный рисунок видоизменяется в зависимости от угла освещения. Меняется оттенок и степень блеска. Это нужно учитывать на этапе подготовки и планировать, как и где будет размещено освещение. Такой вариант финишной отделки стен отлично подойдет для дома и будет создавать уют и поднимать настроение вам и вашим гостям. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. Всем здоровья и удачи!